Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. И сегодня я хотела бы сделать обзор еще на один популярный краситель. Это Никмале. Уверена, вы о нем слышали уже. Я покупала его вот в таком вот наборе. Здесь заявлено 5 саше с оттенками, плюс саше с оксидом и инструкции по применению и с описанием оттенков. Это не все оттенки на сегодняшний момент в линейке бренда, но этой информации достаточно, чтобы оценить краситель. Что касается непосредственно моего набора, в этом наборе по ошибке не оказалось черного оттенка, а положили 2 графита. Но ничего страшного, в любом случае этот набор дает возможность оценить, попробовать краситель, не вкладывая большое количество средств. Этот краситель продается не только в саше, но и в тубах. Итак, что же из себя представляет бренд Никмале? Это молодой российский бренд. Основателем бренда является визажист Мила Клименко. Также, кроме краски для бровей, по данным брендам производится хна для бровей, уходовые средства для кожи, кисти для макияжа и инструменты. Давайте уже непосредственно поговорим о краске Никмале. Этот краситель идет на основе этаноламина, оставляет яркий след на коже. В состав красителя входят ухаживающие компоненты, такие как кератин и гиалуроновая кислота. В зависимости от времени экспозиции вы можете варьировать насыщенность и глубину оттенка красителя на коже. У красителя гелевая консистенция. В линейку красителя входит 6 оттенков, 3 оттенка для светлого типажа, 1 оттенок для окрашивания ресниц и 2 оттенка для темного типажа. Также в линейке красителя появилась новинка, это аджастер или регулятор цвета. Это то же самое, что Oxygen O2 крем-дилютер. Далее давайте рассмотрим линейку оттенков Никмале подробнее. Первый оттенок это истинно черный. Это черный насыщенный оттенок на фиолетовой базе. Он предназначен для окрашивания ресниц. Для окрашивания бровей в чистом виде он не рекомендуется, так как дает черно-фиолетовый отпечаток на коже. Для окрашивания бровей рекомендую смешивать с оттенками, корректирующими фиолетовый подтон. Этого оттенка у меня нету в наличии. Следующий оттенок это новый оттенок, он называется Тауп, его у меня также нет в наличии. Этот оттенок это нечто среднее между светло-коричневым и оттенком графит. Это светлый оттенок, он идет на 6-7 уровне глубины тона. В чистом виде подойдет для холодных блондинок и русых. Следующий оттенок это оттенок графит. Это серый холодный оттенок на фиолетовой базе. На коже дает пепельно-серый холодный оттенок. Этот оттенок не сильно затемняет волосы на 6-7 уровне глубины тона. В чистом виде подходит для русых, пепельного оттенка волос, для холодных блондинок. Оттенок графит хорошо использовать в миксах для охладнения и нейтрализации теплого подтона. Следующий оттенок это оттенок Light Brown, это светло-коричневый оттенок на желтоватой базе. Производитель говорит нам, что это теплый оттенок, но я бы заметила, что он скорее нейтральный, чем теплый оттенок. Сдержанный оттенок. Если сравнить его с Medium Brown от Elan, я бы сказала, что он даже холодный оттенок. Это светлый оттенок, также на 6-7 уровне глубины тона. В чистом виде подойдет блондинкам, светло-русым и русым. Следующий оттенок это оттенок Brown, это нейтральный коричневый оттенок. Он идет на красноватой базе, сильно затемняет волос на 4-3 уровне глубины тона. Оттенок Brown в чистом виде подойдет для теплого шатена. Следующий оттенок в линейке это оттенок Dark Brown, это холодный серо-коричневый оттенок. Он идет на красно-фиолетовой холодной базе. Графичный оттенок в зависимости от времени экспозиции может сильно затемнять волос на 3-4 уровне глубины тона. В чистом виде подойдет для темного холодного шатена, темно-русому оттенку волос, брюнету. Последний оттенок это новинка, он называется Adjuster, это оттенок без пигмента, он применяется для регулирования
разбавления пигмента основного оттенка или микса. Оттенок на коже также становится светлее. Аджастер не изменяет температуру оттенка, лишь как бы выбеливает его. На фото вы можете увидеть оттенки Никмале без аджастера и в миксе с аджастером в пропорции 1:1. Далее я хочу рассказать о популярных миксах Никмале. Как вы уже заметили, линейка оттенков имеет холодную либо нейтральную направленность. И возможные миксы, конечно же, будут в пределах возможностей красителя Никмале. Итак, первый микс – это микс оттенка Light Brown и оттенка графита в соотношении 90:10%. В этом миксе мы дополнительно ухладняем оттенок Light Brown. Этот микс подойдет для холодных блондинок, русых. Следующий микс – это микс Light Brown и оттенка Brown в соотношении 80:20%. В этом миксе мы добавляем красноватый подтон к оттенку Light Brown. Этот микс подойдет рыжим и светлому шатену. Последний микс – это микс оттенка Brown и Dark Brown в соотношении 90:10%. В этом миксе мы слегка ухладняем оттенок Brown. Этот микс подойдет для холодного шатена и русого оттенка волос. Итак, давайте подытожим, какие минусы я вижу в красителе от Никмале. Краситель представлен к продаже только через интернет, в рознице его нет. Так как краситель дает яркий след на коже, необходима тщательная подготовка кожи к окрашиванию, очищение, пилинг, может пятнить на коже. Так как линейка оттенков Никмале имеет холодную либо нейтральную направленность, в линейке оттенков нету действительно теплого оттенка. Это делает краситель менее универсальным. Ну и поговорим, конечно же, о плюсах. Их, конечно же, намного больше. Краситель Никмале имеет красивую палитру оттенков, которые хорошо миксуются между собой. Есть аджастер, которым можно регулировать глубину тона и насыщенность цвета, что делает краситель более универсальным. Из плюсов я бы еще отметила то, что он продается в саше, что удобно для тех, кто хочет попробовать краситель. Бюджетная стоимость, удобная консистенция рабочей смеси, хорошо наносится, не течет. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать об этом красителе. Если видео было интересным, полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем до новых встреч, всем пока-пока!